Предлагаю дальгона кофе с молоком. Он готовится быстро, просто и очень экономно. Посмотрите, какая стойкая густая пенка. Что, вы не любите с молоком? Ну вот, пожалуйста, без молока, с большой пенкой. Всем привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусную, пышную, густую пенку для вашего любимого кофе или молока. Готовится такой кофе 2-3 минуты, а результат вас порадует. Берем кофе хорошего качества, конечно же растворимый. У меня сегодня это 3 чайные ложечки. Сахар тоже насыпаем 3 чайные ложки. Берем воду, любую, холодную, горячую, теплую, вот какую вам сегодня захочется. Тоже 3 чайные ложечки. Все это всыпаем в глубокую миску, глубокую с бортиками, ведь масса увеличится в объеме. И теперь берем миксер. И начинаются чудеса. Взбиваем где-то 2 минуты до стойких пиков. Не переусердствуйте, иначе пенка начнет опадать. Посмотрите, как пенка постепенно меняет цвет. Она становится карамельного цвета и увеличивается в объеме. От такого взбивания на кухне стоит восхитительный аромат кофе. Ну вот, я взбиваю уже около 2 минут. Цвет стал нежно-сливочным, пенка загустела. Давайте проверим, будут ли держаться пики. Вот, видите, они поднимаются и тут же оседают обратно в общей массе. Недостаточно. Надо продолжить взбивать еще. Еще через минутку пенка загустела настолько, что видны прямо волны от взбивания. И пенка по цвету напоминает морское побережье. Интересно, а вы бы как этот цвет назвали? Пенка сильно увеличилась в объеме и загустела. Посмотрите, как держатся пики. Давайте попробуем перевернуть. Будут ли они держаться? Да, держатся. Пенка готова. Теперь возьмите стеклянную чашку, чтобы сбоку любоваться результатом. Налейте холодного молока на 3/4 чашки. На донышко можно положить лед, но я так не люблю. И опускаем нашу пенку. Она легкая и устойчивая. Хорошо держится на поверхности. По вкусу скорее горькая, чем сладкая. Я все-таки не удержалась и попробовала. Вот такая красота получается. Название кофе дальгона идет от названия корейских уличных сладостей. Это похоже на наши конфеты из детства, когда мы сахар растапливали. И если вас заинтересовали такие конфеты корейские, то напишите в комментариях, и я сниму, как их делать. Можем приготовить и без молока. Делаем пенку, берем красивый стеклянный стакан и вливаем кофе, горячий, любой. Смотрите, как я старательно мешаю кофе. Мешаю. Может появиться пенка, ну еще чуть-чуть, ну еще помешать. Только пар идет, пенка не получается. Будем свою накладывать, подготовленную, вот эту. Пенка получается густая, тягучая, но при этом очень легкая. Она хорошо держится на поверхности, посмотрите. Она не оседает и не смешивается с самим кофе. Такая воздушная пенка медленно-медленно тянется так, с ложки не спеша. Вообще мне напоминает растопленные ириски, конфетки. Они такого же карамельного цвета. Маленький опыт. Не советую брать пропорции побольше, чтобы пенки получилось на полчашки. Если переборщить с сахаром и кофе, вас потом может начать подташнивать. Прошло 10 минут. Пенка держится, хотя стала уже менее густой. На холодном кофе пенка держится дольше. А теперь эксперимент с венчиком. В ТикТок обещают, что 400 раз так взбиваешь и получится густая пенка. Что-то у меня не получилось. И пики не держатся. Не хватило, может, у меня терпения или сил, или я взбивала сильно медленно. Ну что ж, попробуем. Заливаем все молоком на донышко. Сверху выкладываем пенку.
Разве это пенка? Да, попробуем по-другому. Я взяла палочку для воздушного шарика. Ее очень легко купить. Вот, так она выглядит. А теперь основание надрезаю ножницами, чтобы получились такие лопасти. Такие лопасти надреза я загибаю в разные стороны. Что-то вверх, что-то вниз, как получится. Потом основание одеваю на палочку и палочку зажимаю в ладошках и вращаю. Вот так. В разные стороны. Но вы знаете, не очень-то удобно держать. Эта палочка у меня постоянно соскальзывала. Или ладошки соскальзывали вниз. Не очень-то удобно. Но в общем-то что-то получалось. Масса постепенно пенится и начинает светлеть. В принципе, терпимый вариант, если у вас нет миксера. Еще вариант: в бутылочку наливаем молоко, холодное, горячее, ну вот какое вы любите. Конечно, закрываем его крышечкой и начинаем взбивать. Взбиваем где-то минуту, появятся крупные пузырьки, этого достаточно. Теперь берем обычный кофе, заливаем это все молоком, много, больше, чем полчашки, до самых краев. Интересно, что получится. Теперь посмотрим. Молочная пенка полностью перемешалась с самим кофе до самого донышка. Выпивать его нужно сразу, хотя консистенция очень воздушная и приятная. Выбор за вами. Взбивайте бутылочкой, а может миксером и с черным кофе. Тогда уже в сам кофе сахар мы не будем добавлять. Правда? А может, вы вообще с молоком любите? Интересно, а какое вы молоко нальете? Холодное или горячее? Ведь это все дело вкуса. Обратите внимание, что кофе получается достаточно крепкий и калорийный. Он очень хорошо подойдет для выходного дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я буду радовать вас новыми рецептами.